Барселона нацелена на Эрлинга Холланда. Приоритетный вариант для Томаса Тухеля. Дисквалификация Поля Погба на 4 года. Будущее Хаби Алонсо. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь все актуальные новости из мира футбола и трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Спортивный директор Барселоны встретился с агентами Эрлинга Холланда в Барселоне. Как сообщает журналист Жерар Ромеро, он провел в одном из ресторанов города встречу с Рафаэлой Пиментой и Максвеллом, представляющими интересы ряда игроков, включая нападающего Манчестер Сити. Отмечается, что будущее Холланда стало одной из тем обсуждения во время встречи. Президент Барселоны Жоан Лапорта мечтает увидеть норвежца у себя в клубе. ПСЖ не считает приоритетом подписание Рафаэля Леао после ухода Кильяна Мбаппе. По информации RMC Sport, клуб не готов платить отступные вингера Милана в размере 175 миллионов евро. ПСЖ хочет подписать игрока, способного работать на команду, а также намерен сделать ставку на Брэдли Барколя. Подписание центр-форварда также не является приоритетной целью, поскольку парижане рассчитывают на Рандаля Коло Муани и Гонсалу Рамуша. Ранее сообщалось об интересе к Виктору Осимхену, отступные которого составляют 130 миллионов евро. Отмечается, что одной из главных целей ПСЖ предстоящим летом является подписание опорного полузащитника высокого уровня. Клуб готов заплатить крупную сумму для усиления этой позиции, однако на данный момент список потенциальных кандидатов остается неизвестным. Также сообщается, что ПСЖ попытается подписать Лени Йора, который по-прежнему не принял предложение Лиля о продлении контракта. Ранее стало известно, что за защитника готово предложить более 50 миллионов евро. Стал известен обновленный формат клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2025 году. В турнире будут принимать участие уже не 7, а 32 команды, которые будут поделены на 8 групп по 4 коллектива в каждой из них. Каждый из клубов на групповом этапе проведет 3 игры с каждым из соперников. 2 лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. С данной стадии и вплоть до финала соревнования будет играться лишь один матч, по аналогии с чемпионатами мира и Европы. Отмечается, что игра за третье место среди проигравших в полуфинале команд проводиться не будет. Ранее стало известно, что клубный чемпионат мира 2025 года пройдет на стадионах в Соединенных Штатах Америки. Турнир начнется 15 июня и продлится практически месяц, до 13 июля. Барселона рассчитывает оформить выкуп Жуау Канселу у Манчестер Сити по окончании этого сезона, сообщает журналист Ферран Карреас. По информации источника, Барса готова предложить за Канселу порядка 15-20 миллионов евро, но на данный момент устроят ли такие условия Манчестер Сити? Ранее сообщалось, что в каталонском клубе довольны выступлениями португальца и решительно настроены сохранить его в своих рядах после истечения арендного договора. Также Барселона планирует выкупить Жуау Феликса, однако условия, которые предлагает мадридский клуб, не соответствуют требованиям Барсы. Сразу 3 топ-клуба английской премьер-лиги заинтересованы в подписании Джареда Боуэна. Об этом сообщает журналист Экрем Канур у себя в Твиттере. По его информации, на приобретение 27-летнего игрока претендуют такие гранды, как Челси, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Все 3 клуба будут готовы выйти на Вест Хэм с предложением уже в предстоящее летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство молотобойцев готово рассмотреть предложение по своему футболисту на сумму от 100 миллионов евро. Боуэн выступает за Вест Хэм с 2020 года. Полузащитник Арсенала и сборной Италии Жоржиньо может вернуться в Наполи. Об этом сообщает журналист Экрем Канур у себя в соцсетях. Ранее хавбек уже играл за неаполитанцев с 2014 по 2018 год. По информации источника, боссы итальянского клуба заинтересованы в подписаниях футболиста на правах свободного агента по окончании нынешнего сезона. Отмечается, что конкуренцию Наполи готовы составить некоторые клубы АПЛ, турецкой суперлиги и чемпионата Саудовской Аравии. Жоржиньо выступает за Арсенал с января прошлого года.
Вингер Тоттенхэма Сон Хэн Мин находится в шаге от продления контракта с лондонским клубом. Об этом сообщает Экрем Канур. По его информации, переговоры о пролонгации трудового соглашения между футболистом и представителями Тоттенхэма находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что шпоры точно не будут продавать своего лидера этим летом, несмотря на интерес со стороны некоторых клубов чемпионата Саудовской Аравии. Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2025 года. Томас Тухель открыт для работы в Барселоне. Ранее стало известно, что немецкий специалист, который покинет Баварию по окончании этого сезона, включен в шорт-лист каталонского клуба. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, Тухель не исключает варианта с Барселоной, однако его приоритетом является АПЛ. В частности, немец хотел бы поработать в Манчестер Юнайтед. Также отмечается, что Барса всерьез рассматривает назначение Ханса Дитера Флика. Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании сразу двух атакующих футболистов Кристал Пэлас. Об этом сообщает журналист Экрем Канур. По его информации, красные дьяволы этим летом предпримут попытки по приобретению Майкла Алисе и Эберечи Эзе. Манкунианцам придется заплатить суммарно около 100 миллионов евро за двух игроков. Отмечается, что на Алиса продолжают претендовать еще 3 клуба из АПЛ – Челси, Манчестер Сити и Ливерпуль. Полузащитника Ювентуса Поля Погба дисквалифицировали на 4 года за допинг, сообщает Тутоспорт. Напомню, что в октябре 23-го француз провалил сразу 2 теста. В пробе хавбека туринцев был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. Адвокаты футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с 4 до 2 лет. Однако это не принесло желаемого результата. Ранее стало известно, что Ювентус разорвет контракт с Погба в одностороннем порядке в случае его официальной дисквалификации. Криштиану Роналду наказан за свой неприличный жест. Комитет по этике и дисциплине Саудовской лиги дисквалифицировал форварда Аль-Насра на 1 матч за то, что во время игры с Аль-Шабабом он помахал рукой у своего паха после того, как болельщики соперников начали скандировать имя Месси. Кроме того, португалец оштрафован на $2600. Также Роналду должен будет выплатить Аль-Шабабу $5300. Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем главного тренера ливеркузенского Байера Хаби Алонсо после завершения текущего сезона. По словам журналиста, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения его карьеры является переход в Мюнхенскую Баварию. Преимущество Баварии в том, что у нее уже есть действующая структура и четкие идеи, как представить свой проект Хаби Алонсо и другим кандидатам. Алонсо также хочет уделить немного времени, чтобы сосредоточиться на историческом сезоне в ливеркузенском Байере. Некоторые люди в Ливеркузене надеются, что есть шанс, что Алонсо останется в клубе еще на год. Но мое мнение после общения с некоторыми источниками таково, что это будет очень сложно. Бавария и Ливерпуль будут очень активно вести переговоры, сообщил Романо у себя в Твиттере. А журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что Бавария планирует переговоры с Байером о назначении Хаби Алонсо. По его информации, Байер потребует от 15 до 25 миллионов евро, если Алонсо решит уйти в этом году. Отступные в размере 15 миллионов, прописанные в контракте тренера, можно будет активировать лишь летом 2025 года. Руководство Манчестер Юнайтед определилось с крайним сроком принятия решения по будущему нападающего Мейсона Гринвуда, выступающего на данный момент за Хетафе на правах годичной аренды. Об этом сообщает Mirror. По информации источника, боссы манкунианцев окончательно определятся со своим выбором до конца мая этого года. Совладелец Красных Дьяволов Джим Рэдклифф не исключает, что 22-летний футболист может начать все с чистого листа в английском клубе. Однако ранее сообщалось о нежелании Гринвуда возвращаться в МЮ.